Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы не забыли подписаться, поставить лайк этому ролику. Мы же с вами сегодня продолжаем. Поехали! Итак, вот этот вот потрясающий дизайн на Настиных руках вы у меня на канале видели. Относилось все бесподобно, очень хорошо, никаких проблем с этой рукой у нас не возникло. Стразы, бульонки все на месте, все замечательно. Было даже жалко спиливать такую красоту. Но, как вы помните, задача на Настиных руках была убрать длину. Кто мне напишет в комментариях, почему? Потому что вчера в предыдущем ролике мы с вами обсуждали этот вопрос. Итак, мы отодвинули кутикулу, убираем птеригий, наносим праймер, базовый гель, быстренько моделируем красивые ноготочки, опиливаем из моделированных ноготков еще более красивые и приступаем непосредственно к дизайну. На этой руке нам с Настей захотелось чего-нибудь быстренького и чего-нибудь тепленького. Поэтому в качестве цвета для покрытия были выбраны два оттенка бежево-коричневых. Один оттенок коричневый, второй оттенок бежевый. Оба получились бежево-коричневые. Так вот, очень интересно, как я уже не раз говорила, в дизайне использовать контрастные пары. К коричневому цвету контрастным идет синий оттенок. Поэтому, девочки, прям запишите себе куда-нибудь в тетрадочку. Сочетание коричневого цвета с голубой гаммой – это просто взрыв мозга. Это безумно красиво смотрится, это очень интересно выглядит. Ну и сегодняшний дизайн у нас будет из серии «Торописька». То есть дизайн, который можно сделать за 5 минут в случае того, если вы или клиент спешите, или спешите оба, и вы, и клиент. Самое сложное и долгое в этом дизайне – это покрыть ногти цветом. Далее мы какую-то выбранную область закрашиваем темно-коричневым цветом, перекрываем все финишным покрытием без остаточной липкости, потому что будем работать в технике литья пигментами. Вы уже знакомы с этой техникой у меня на канале, мы очень много работ в ней делали. Поэтому вы знаете, что необходимо перекрыть финишем без липкого слоя и его обязательно забафить для того, чтобы пигмент не прилип туда, куда нам не нужно. Так вот, после всей этой процедуры мы будем рисовать вензеля.
Вензеля – это потрясающие элементы, которые сами по себе уже являются дизайном ногтей. Заплести из вензельных элементов можно 2 миллиарда дизайнов и ни разу не повторится. У меня есть курс онлайн по рисованию вензелей, где мы научимся именно вензельным элементам и как их правильно собирать в композиции. То есть мы не только отработаем с вами там 10 композиций, и на этом курс заканчивается. Нет, мы с вами учимся придумывать вензельные композиции. Именно такие, как сейчас в работе, когда рисуешь, просто отключаешься от всего, рисуешь, как кисть легла, и получается красивый элемент. Если вас интересует, ссылочка на курс останется в описании к ролику. Обязательно посмотрите, там очень хорошо все про этот курс расписано. Мы же с вами рисуем вензеля в данном случае 2 разными кистями. Тоненькие вензелечки мы рисуем тонкой кистью, более плотные вензелечки и объемные рисуем кистью покрупнее. Заплетаем все это в красивый космический узор, и уже на этом этапе все становится безумно красиво. Настя говорила, что в принципе можно уже оставлять и так. Но мы в дальнейшем все это покроем синей зеркальной втиркой. Получится вообще просто космос. Убедитесь немножечко попозже.
Конечно же, после того, как мы закрепили втирочку, нам необходимо перекрыть это все финишным покрытием, чтобы втирка у нас нигде не стерлась, нигде не затерлась. Ну и, собственно говоря, на этом наш дизайн готов. Соседние два пальчика тоже добавляем вензельными элементами. Нужны ли мини-мастер-классы на эти пальчики? Напишите в комментарии. Ну а у меня на сегодня для вас все. Надеюсь, вам понравилось, было полезно. Встретимся в новых уроках. Пока!